Я приветствую благодарных и неблагодарных зрителей моего канала, слушателей, а также благодарных потомков, которые будут слушать этот канал через много-много десятилетий, а может столетий. Сквозь время пройдут эти кадры, мне так кажется. Смотрите, значит, в общем, не является большим секретом, что я сейчас нахожусь в странствиях уже 1,5 года, и что я покрылся пылью дорог. Я за это время этих странствий проезжал много забавных мест. Поэтому я сегодня отчасти хочу выступить как travel-блогер. Но travel-блогером я буду недолго, просто я хочу из этого извлечь одну, может даже 1,5 или 2 мысли из этого своего тревелинга. В одном из поселений, через которые проходили мои пути, на его окраине есть большое, не очень большое, нормальное такое по размерам, длиной несколько километров, соляное озеро. И в нем живут, извиняюсь за выражение, розовые фламинго. Что, в принципе, само по себе звучит довольно романтично. Потому что розовые фламинго принято считать птицами такими романтическими. Потому что, во-первых, они розовые, во-вторых, они фламинго и не везде водятся. Это все-таки не воробьи какие-нибудь, да? Но, в принципе, эти розовые фламинго, они представляют собой, вместе с этим озером, представляют собой очень интересную пищевую цепочку. Потому что я сейчас немножечко зоологии, да? В соляных озерах живут красные рачки. А больше там никто жить не может, потому что вода очень соленая. И эти красные рачки там живут спокойно, размножаются. И у них там нет никаких природных врагов, у этих красных рачков, потому что все их природные враги не могут выдержать такого количества соли. Нет природных врагов, кроме розовых фламинго. Розовые фламинго стоят на ногах в этом озере соляном и жрут этих соляных рачков. Розовых, красных. Больше розовым фламинго жрать нечего, потому что никто больше в этом озере не водится. Но зато рачков много. В общем-то, никаких природных врагов у розовых фламинго тоже нет. Бояться им тоже особо некого, потому что никто на эту территорию с этим соленым озером, кроме самих фламинго, не претендует. То есть, грубо говоря, я говорю сейчас об одном конкретном озере, которое я проезжал. То есть эти фламинго, они даже никуда не кочуют, им не нужно. Погода их устраивает, тепленькая, количество рачков их устраивает, природных врагов нет, собственно, потому что никто такую дрянь жрать не хочет. Ни фламингов, ни рачков. И вот они, значит, круглыми, можно сказать, днями, неделями и месяцами стоят и вот так головой туда плюх и жрут рачков. И дети их тоже потом жрут рачков. И родители их жрали рачков. И внуки и правнуки будут жрать этих рачков, пока это озеро нахрен не высохнет и не превратится в солончак. Но это будет не скоро. Так к чему я все это задвинул? Все это отчасти travel, отчасти в мире животных. Я это к тому, что это все очень напоминает жизнь в Российской Федерации и в некоторых постсоветских республиках. Только что в Российской Федерации немножко другая климатическая обстановка. В принципе, по степени токсичности только определенный вид рачков может там жить. Остальные не переживаются. Остальные все-таки предпочитают жить где-то в других местах. И в менее соленой и ядовитой воде. Соответственно, там есть свои фламинги. То есть партии правительства, всякие товарищи наши, которые нам совсем не товарищи, из ФСБ и прочих этих самых милиций и полиций, которые что-то успели хапнуть, у которых никаких естественных врагов в этом ареале нет. Впрочем, как они и не могут жить в других местах, потому что все это не приспособлено ни к чему, кроме поедания рачков. Также, в принципе, и врагов у них никаких нет. Кроме самих друг друга, но друг друга они особо не пинают. Но и рачки-то тоже нигде жить не могут больше. Понимаете, в чем дело? Вот у них для этих рачков там свое телевидение, свое кино, свои кинематографисты, свои... Кто там еще? Хоккеисты. Более что, в других условиях они просто вымрут. Потому что нигде нет такой соли. Даже наоборот. Никто не согласен жить в таком говне, кроме них. А они там, собственно говоря, вне конкуренции. И, соответственно, вот эти рачки там живут. Я не очень в курсе, как у них происходит жизненный цикл. Но, вероятно, как-то происходит. Если они появляются, то значит, они как-то размножаются. И вот у них происходит этот жизненный цикл. Их живут фламинго, розовые, заметьте. А розовеют они потому, что рачки красные. Их живут фламинго, и так столетия и столетия. Назад и столетия вперед. Эту глубокую аллегорию
Я, собственно, для чего воспроизвожу? Для того, чтобы понимать устройство нашего постсоветского общества, ихнего постсоветского общества. В общем-то, фламинго жизнью довольны. Ни у кого нету из всяких других птиц, начиная от пингвинов и кончая горных орлов, такого, собственно говоря, исключительного изобилия. Другое дело, что это для остальных абсолютно несъедобно. Рачки, в принципе, тоже довольны, поскольку в этом засоленном водоеме они другой жизни просто не видели. Естественно, некоторую опасность представляют рачки, которые путешествовали там на крыльях каких-нибудь случайно залетевших перелетных птиц куда-то там чуть дальше, чем на 100 метров от этого водоема. Но они, по большей части, не возвращаются. Потому что когда они обнаруживают, что есть места менее соленые и противные, да еще и без фламингов, эти рачки с удовольствием поселяются где-то в пресной воде. И вот это все устройство, оно, в принципе, может существовать столетиями и тысячелетиями. И, в принципе, в полном балансе между рачками и птичками. Но, в принципе, если есть возможность на каких-то перелетных крыльях случайно унестись из этого болота, то этим рачкам определенно повезет. Все. Всех, как говорится, и поздравляю с этой несложной мыслью и аллегорией. Всего.